Привет, армия! Недавно сам Чингук рассказал, что друг посмотрел его прямую трансляцию и попросил его спеть «Love You With All My Heart». С самого начала было ясно, насколько ему комфортно, улыбка всегда озаряла экран, а глаза, казалось, сияли, когда он читал что-то интересное. В своей последней прямой трансляции он, казалось, был сосредоточен на чате, читал сообщения и иногда отвечал, но было что-то другое, что заставляло его проверять телефон каждые несколько минут, словно ожидая чего-то важного. Чингук не мог скрыть своего счастья, каждая выбранная им песня, казалось, имела скрытое послание, маленькую деталь, которую многие узнавали. Текст говорил о привязанности, расстоянии, невысказанной любви, и невозможно было не думать о Тэхёне. Связь между ними всегда была, даже когда они пытались ее скрыть, и как раз когда фанаты начали обсуждать это, появилась новость, что один из фанатов видел Тэхёна Сугой во время частного отпуска на Гавайях. Внезапно расписание, прямые трансляции и сообщения – все это начало обретать смысл. Чингук выходил в прямой эфир в неурочное время, и его энергия была соизмерима с разницей во времени с Гавайями. Хотя многие думали, что это просто совпадение, те, кто следил за каждой деталью, понимали, что происходит на самом деле. Чингук был связан со временем Тэхёна, подстраиваясь под его ритм, делясь песнями и моментами, которые, казалось, были созданы специально для него. Словно через музыку он посылал послание привязанности, не говоря ни слова. Когда Чингук говорил о перерыве в отношениях, многие вспоминали, как сильно они оба любили Гавайи. Мысль о том, что он поедет туда или, по крайней мере, будет в гармонии с тем местом, где был Тэхён, придавала всему новый смысл. Это было не просто совпадение, это был способ быть вместе, даже когда они были в разных местах. Расстояние, казалось, не имело для них значения, потому что, даже будучи порознь, они продолжали делиться моментами, пусть даже только через экран телефона. Поклонники, годами следившие за Тэгуком, замечали эти незначительные жесты, то, как менялся тон Чингука при чтении, казалось бы, простые сообщения, которые значили больше, чем подразумевалось, моменты, когда они оба казались активными без всякой видимой причины. Иногда мы видели, как Чингук держал телефон, даже играя в игры или делая перерыв, его внимание всегда возвращалось к экрану, словно ожидая сигнала. Говорят, что во время видеозвонка он демонстрирует освещение в своей комнате или отвечает на просьбу, которая, кажется, исходит от кого-то очень близкого. И хотя никто этого не подтверждает, все это чувствуют, даже на расстоянии они продолжают делиться каждой мелочью своего дня. Тэхён, с другой стороны, похоже, наслаждается своими прогулками с Сугой, и многие задаются вопросом, по работе он там или просто для развлечения. Но помимо этих причин, самое поразительное то, как, где бы они ни были, они оба, кажется, остаются в жизни друг друга. Чингук с его нежными прямыми трансляциями и Тэхён с его молчаливым присутствием разделяет связь, которая выходит за рамки расписаний, мест и экранов. Не проходит и дня, чтобы Чингук не играл в партии Animals со своим любимым персонажем, маленьким медвежонком, который почти стал его частью. Каждый раз, когда он включает игру, его лицо озаряется улыбкой, излучающей спокойствие и радость. Он говорит, что игры помогают ему снять стресс, и невозможно поверить, насколько он сосредоточен и расслаблен перед экраном. Его смех, этот мягкий, заразительный смех, наполнял воздух чем-то прекрасным, чувством безмятежности, которое заставляло его на мгновение забыть обо всех заботах. Медвежонок был для него не просто персонажем, это был значимый выбор. Он называл его самым милым, и нетрудно было понять, почему. В том, как он говорил об этом, была какая-то связь, своего рода привязанность, которая сквозила в маленьких жестах. Дожидаясь загрузки игры, он поднял руку и сделал победный жест в камеру, как будто помахал ей естественно, без особых раздумий. Он сделал это один раз и, вспомнив, что некоторые могли это пропустить, повторил жест мгновение спустя с той же искренней улыбкой. Подобные детали показывают, что Чингук всегда думает о других, но также и то, как его личность каким-то образом отражает его чувства. Тэхён, его плюшевый мишка, всегда присутствовал в этих мелочах, не нужно было говорить об этом напрямую, чтобы заметить это. Вы чувствовали это в том, как Чингук говорил, в том, как он улыбался, в спокойствии, которое он излучал. В
каждой игре была сторона Тэхёна, в каждом нежном жесте, в каждом мягком слове, которое вылетало из его уст во время игры. И когда экран вспыхнул в тот момент, когда плюшевый мишка и кролик поцеловались, его реакция сказала все. Эта широкая улыбка, этот мимолетный блеск в его глазах, это был молчаливый ответ, не требующий объяснений. Это была смесь удивления и нежности, подлинные эмоции, которые лились без фильтра. Затем, ниоткуда, он начал петь «Я люблю тебя, детка», продолжая играть. Он сказал это, не задумываясь, небрежным, но ласковым тоном, от которого слова звучали еще более реальными. Момент был кратким, но достаточным, чтобы понять, что за ним стоит. Не нужно было доказательств или громких заявлений, чувство было настоящим в мелочах, в маленьких поступках, которые часто говорят громче слов. Любовь не всегда выражается через широкие жесты, иногда любовь приходит через простые вещи, такие как общий смех, блеск в чьих-то глазах или песня, спетая просто так. В Чингуке и Тэхёне эта любовь, кажется, повсюду, тонкая, но постоянная. Кажется, что за каждым жестом, за каждым выбором в игре стоит история, нужно просто внимательно присмотреться, чтобы понять это. Для тех, кто следит за Тэкуком, эти моменты подобны крошечным окнам, открывающим нечто более глубокое. Это не совпадение, это фрагменты чего-то прекрасного, что всегда было там. Чингуку не нужно говорить это прямо, его действия легко передают это. И хотя многие могут не заметить эти детали, те, кто наблюдает с любовью, знают, что все это есть. Любовь между ними настоящая, сильная, естественная и значимая. Нужно просто позволить себе увлечься этими жестами, этим смехом, и эти взгляды, которые, не говоря многого, говорят сами за себя. Иногда они, кажется, не осознают, насколько их жесты выдают их самих. Чингук не видит других такими, и он не искал той же спокойной близости, которую чувствовал с Тэхёном. Все происходило само собой, словно они оба знали без слов, что это узкое пространство между ними принадлежит им, хотя все вокруг постоянно двигалось. Любой, кто внимательно наблюдал за ними, быстро это понял бы, существовал способ общения, не требующий слов. Тэхён, его плюшевый мишка, всегда присутствовал в деталях, которые казались невидимыми для других, но очевидными для тех, кто обращал на них внимание. Это не нужно было говорить, все было в том, как Чингук расслаблялся рядом с ним, в том, как он улыбался, и в спокойствии, которое, казалось, наполняло комнату, когда они были вместе. Каждая игра, каждый нежный жест, каждое тихое слово, произнесенное Тэхёном во время игры, содержало в себе частичку его и частичку Чингука. И когда на экране показали момент поцелуя плюшевого мишки и кролика, их реакция сказала все сама за себя, без всяких объяснений. Со временем Тэкук раскрыл себя, два человека, которые поддерживали друг друга, не нуждаясь в доказательствах. Когда один спотыкался, другой подходил, не для того, чтобы покрасоваться, а чтобы молча сопровождать, и эта близость никогда не ищет одобрения или внимания, она просто существует. Это убежище, которое остается незыблемым, непоколебимым, даже когда никто не смотрит, даже когда никто ничего не говорит. Взгляды встречаются посреди пустоты, и они легко понимают друг друга. Есть тишина, которая не заставляет чувствовать себя неловко, потому что в ней вы чувствуете присутствие друг друга. Каждая мелочь от того, как они пьют друг друга, до того, как Тэхён смеется над словами Чингука, усиливает это чувство, близость, не требующую объяснений. Не нужно драматизировать или декларировать то, что видят все, это просто так, как есть. И именно это заставляет тех, кто внимательно следит за ними, продолжать наблюдать, ведь у каждого жеста есть своя история, у каждого молчания есть свой смысл, а каждый взгляд содержит больше, чем кажется на первый взгляд. Их связь заключается в повседневности, в том, что может остаться незамеченным, в том, как они понимают друг друга без слов. Когда Тэхён подходит к Чингуку, даже если просто чтобы что-то починить или передать ему вещь, в них чувствуется нежность, которая делает все проще и ближе. Когда Чингук смеется над чем-то, понятным только Тэхёну, возникает связь, которую больше никто не сможет повторить. Словно все вокруг них исчезает на мгновение, оставляя только их, живущих в своем собственном темпе, непринужденных, без притворства. То, как они заботятся друг о друге, не выражая этого, делает каждое мгновение вместе подлинным и драгоценным, даже если никто этого не замечает.
Так, среди игр, улыбок и молчаливых жестов, Тэкук продолжает раскрывать себя, двух людей, которые понимают друг друга, поддерживают друг друга, находят друг друга и остаются вместе без необходимости в показных словах, просто через естественность своих чувств. Каждый момент кажется одновременно обыденным и особенным, наполненным подробностями, которыми могут поделиться только они, и любой, кто внимательно за ними понаблюдает, наверняка заметит это.